Друзья, всем привет! Сейчас хотел бы показать вам, как на смартфонах Realme, Oppo и OnePlus отключить меню Shelf и вместо него сделать быстрый просмотр. Также покажу, как на этих смартфонах избавиться от ошибки Shelf приложения, если оно у вас не вызывается, как у меня вот на этом смартфоне. Зачем же все это нужно? Давайте зайдем в настройки. Главный экран и экран блокировки. Спустимся чуть ниже. На этом смартфоне я отключил себе приложение Shelf, а на этом смартфоне оно у меня не отключено. И вот чем отличаются эти меню. На смартфоне слева свайпом вниз вызывается глобальный поиск, либо панель уведомлений, а на смартфоне справа тем же самым свайпом вызывается Shelf, либо та же самая панель уведомлений, то есть шторка. Конечно, сразу скажу, что все это можно включать и отключать, то есть откатить обратно. И при всем этом, то что я на данном смартфоне свайпом вниз отключил вызов меню Shelf, сейчас таким свайпом здесь вызывается смарт-ассистент. Так вот, виджеты у вас все равно остаются. И их можно точно так же добавлять на ваш рабочий стол. А вот смарт-ассистент несет своеобразную пользу. Чуть позже я об этом вам расскажу. Конечно, друзья, все это будет работать на оболочке Realme UI 4.0 на 13-м андроиде. Но если у вас Realme UI 3.0, вы все равно можете посмотреть данный ролик, так как Realme уже вовсю рассылают оболочку UI 4.0. Рано или поздно она у вас появится. Итак, первым делом давайте избавимся от ошибки Shelf приложения. Конечно, я не думаю, что на каждом смартфоне появляется такая ошибка, но все же, если она у вас есть или вдруг появится, сейчас покажу, как ее исправить. Для исправления данной ошибки вам понадобится версия Shelf 13.6.44. До этого, друзья, сколько я бы не искал способы устранения данной ошибки, у меня ничего не получалось. Другие версии этого не исправляли. Теперь я устанавливаю обновление. Идем на рабочий стол. Пробуем вызвать меню Shelf, оно прекрасно заработало. Теперь я могу добавлять сюда различные виджеты. Также после установки новой версии Shelf нужно перезапустить свой смартфон. И как я говорил ранее, некоторым пользователям вызов меню Shelf вот таким свайпом не нужен. Они просто хотят делать щипок на главном экране, нажимать плюсик и уже отсюда добавлять различные виджеты на свой главный экран. А уже таким свайпом просто вызывать умный помощник. Ну и как я сказал ранее, скорее всего, если вы зайдете в настройки, главный экран и экран блокировки, смахнуть вниз, то у вас здесь будет Shelf и панель уведомлений. Теперь на этот же смартфон я устанавливаю определенную версию смарт-ассистента. Кстати, все эти файлы я оставлю внизу в описании под роликом, в моем телеграме. Жму «Установить». Теперь также, чтобы все работало, обязательно перезагрузите свой смартфон. Дальше давайте зайдем в настройки, главный экран и экран блокировки, смахнуть вниз. Теперь у нас появился глобальный поиск и панель уведомлений. Соответственно, свайпом вниз теперь у нас вызывается смарт-ассистент. Это и есть глобальный поиск. При этом на главный экран вы все так же можете добавлять любые виджеты. Кстати, с этим обновлением добавляется новый виджет часов. Вот такой. Все это время можно настраивать. Теперь о том, что нам дает смарт-ассистент, который запускается свайпом вниз. Друзья, на самом деле это очень полезное приложение. Например, я в нем пользуюсь голосовым поиском по смартфону. Shelf. Таким образом, на смартфоне вы можете искать любые файлы, а также любые настройки, главный экран, либо контакты в записной книге, и прямо отсюда вы можете позвонить. Также можно задавать поисковый запрос в интернете. Предположим, что вы все это сделали, друзья, но вам надоел умный помощник, и вы снова хотите этим свайпом вернуть Shelf. Для этого просто идем в настройки, приложение, управление приложениями, 3 точки, показать системные процессы, пишем в поиске быстрый просмотр, нажимаем 3 точки, удалить обновление. Перезагружаем свой смартфон, и у вас снова появляется Shelf, тот же, что и был.
Друзья, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Всем пока!